Приветствую. Говорит Макс Вольф. Mein Führer, die Belegschaft der Siemenswerke und mit ihr das ganze schaffende deutsche Volk gelobt Ihnen in unerschütterlicher Treue in diesem Kampfe hinter Ihnen zu stehen und komme, was kommen mag, die deutsche Ehre, die deutsche gleiche Berechtigung und den Frieden Europas zu verteidigen. Der Führer hat das Wort. Но вернемся назад, в 1938. В феврале 1938 года Риббентроп сменил на посту министра иностранных дел престарелого и слишком консервативного для национал-социалистов барона Константина фон Нойрата. Риббентроп был моложе и энергичнее, но именно эти его качества не нравились Геббельсу. Кроме того, он не принадлежал к числу Старой гвардии. Риббентроп ко времени, когда Гитлер стал рейхсканцлером, еще даже не был членом партии. После вступления в должность Риббентроп уведомил Геббельса о своем несогласии с заведенным еще Нойратом порядком оставлять всю зарубежную пропаганду в руках геббельсовского ведомства. Геббельс бросился к фюреру и стал доказывать свое, но тот не поддержал его. Гитлер сказал, что прав Риббентроп. Он все еще был зол на Геббельса из-за случая с Бааровой и не хотел ему покровительствовать. Это послужило причиной открытой неприязни между Риббентропом и Геббельсом. С тех пор они общались друг с другом почти исключительно в письменной форме, вплоть до самых последних дней. Их бумаги пестрели плохо завуалированными шпильками, вроде «Я вынужден настаивать на том, чтобы мои указания» или «Такое нарушение моих прерогатив». Желая задобрить иностранную прессу, Риббентроп открыл на Фазаненштрассе клуб, где корреспонденты могли вкусно поесть. Взбешенный Геббельс тут же в противовес открыл свой клуб иностранной прессы на Лейпцигерплац. Так к уже имевшимся соперникам Геббельса добавился еще и Риббентроп. Как бы то ни было, на первом этапе внутренней войны верх одержал именно он. За границей под контролем Геббельса оставались только атташе по пропаганде. Но министр пропаганды опасался министра иностранных дел не только из соображений престижа. На съезде партии в 1938 году Риббентроп собрал всех немецких послов за границей, которых на это время вызвали в Нюрнберг, и объявил им, что не желает получать доклады о протестах против гитлеровской политики, если Германия предпримет военные действия против Чехословакии или Польши. Геббельсу донесли о странном указании Риббентропа, и он задумался. Геббельс не хотел войны. Он не понимал, почему немцы должны подвергать себя ненужному риску. Он всегда придерживался следующего мнения: угрозы нет и не будет, пока мы сами того не захотим. Еще в начале 1937 года он в течение 2 часов обсуждал вопросы пропаганды с высшим руководством вермахта. Представители генералитета показались ему костными и старомодными, зато молодые офицеры просто забросали его пытливыми вопросами. «С политической точки зрения они иногда совсем как дети», – вынес он вердикт. «С другой стороны, политика – это ведь наша прерогатива». Военные планы генерала фон Бломберга, уже частично проработанные, исходили из предположения, что в военном столкновении Германии будет противостоять альянс, состоящий из СССР, Чехословакии и Литвы. Командование вермахта отдавало себе отчет в военном значении пропагандистской работы. На прошедших осенью учениях впервые были задействованы пропагандистские службы, подготовленные Геббельсом. Правда, случился один конфуз. Несмотря на то, что Берлин был полностью окутан светомаскировкой, вражеским самолетам все же удалось прорваться к столице, и в штабе учений было решено считать Министерство пропаганды грудой дымящихся развалин. «Остается надеяться, что этого никогда не случится на самом деле», – процедил на это Геббельс. Именно Геббельсу фюрер впоследствии нередко приписывал успех своей бескровной победы над Чехословакией. Министерство пропаганды искусно педалировало тему Чехословакии как непотопляемого авианосца Москвы в самом центре Европы. 13 сентября 1938 года лидер судетских немцев Конрад Хенлайн выступил с обращением и заявил, что жизнь немцев под властью чехов стала невыносимой. Заканчивал он словами: «Мы хотим вернуться в Райх».
Геббельс писал: «Взывать к властям Чехословакии бесполезно. С другой стороны, хотелось бы спросить Лондон и Париж, доколе Прага будет испытывать наше терпение». Он сочувственно прокомментировал публичное заявление начальника чешского генерального штаба, самодовольно похвалившего мощь национальных защитных сооружений, которые в случае опасности позволят стране продержаться до вмешательства союзников. Несчастный глупец. Не раз он декламировал чешскому посланнику в Берлине нотации, указывая на недальновидность такой внутренней политики, которая позволяет сбежавшим германским эмигрантам поливать грязью правительство Гитлера из будто бы неприступной Пражской крепости. Угрозы Геббельса были направлены не столько против Праги, сколько против западных государств. Именно его настойчивая пропаганда вынудила в конечном итоге Чемберлена посетить Гитлера в Берхтесгадене, а затем и в Годесберге. Визит главы правительства Великобритании побудил Геббельса придать своей пропаганде еще более агрессивный характер. Срок гитлеровского ультиматума Чехии приближался, и Геббельс принял решение, пока не поздно, попытаться отговорить фюрера. Но сначала к нему примчались послы Великобритании и Франции, потрясая свежими и очень лестными предложениями. Риббентроп начал было переживать, что войну все-таки удастся предотвратить. «Он питает слепое отвращение к Великобритании», пришло на ум Геббельсу. «Мы с Гёрингом и Нойратом призываем Гитлера согласиться на новое предложение. Из-за терминологических споров глупо ввязываться в конфликт, который может перерасти в мировую войну. Гёринг вполне разделяет мою позицию и откровенно противоречит Риббентропу». «Мой фюрер», – выпалил Геббельс 28-го за обедом у Гитлера, – «если вы считаете, что немецкий народ горит желанием воевать, то вы ошибаетесь. Он смотрит на приближение войны с тоскливым безучастием». Гитлер на этот раз изменил свое решение. По свидетельству статс-секретаря Риббентропа Эрнста фон Вайтцекера, именно Геббельсу тогда удалось уговорить Гитлера удержаться на грани войны в этот последний, поистине 11-й час. Гитлер, вероятно, был даже признателен ему за такое вмешательство и призывы к сдержанности. Он тут же согласился на проведение на следующий день в Мюнхене конференции 4 держав, посвященной судьбе Чехословакии. Ее вероятный исход виделся Геббельсу следующим образом. «Мы дипломатическим путем приобретаем Судеты. Всеобъемлющее решение еще ждет своего часа, но мы укрепляем свое положение в свете возможных в будущем осложнений». Вечером ему предстояло выступать в Люсткартене перед полумиллионной аудиторией. Он расчетливо утаил от слушателей известие о несомненно грядущей победе. «Было бы крайне неуместным объявлять народу о возможном прибытии Чемберлена», объявил он своим сотрудникам после исторической встречи в Мюнхене. «Это бы вылилось в невообразимые сцены всенародного ликования, и англичане сразу бы стали догадываться, что весь наш воинственный пыл не более чем риторика». В результате всех охватил страх перед войной, из-за чего на свет появился Мюнхенский пакт, разделивший Чехословакию. Подписание пакта было в значительной степени ускорено усилиями геббельсовской пропаганды. Оказалось, что международный престиж Райха гигантски вырос за годы правления Гитлера. Чехию на Мюнхенскую конференцию 4 держав даже не пригласили. Несколько дней спустя после подписания пакта Геббельс сказал в Шпортпаласте: «Меня много раз спрашивали, что будет, если Чемберлен не приедет в Германию? Но у меня всегда был один ответ. Прекрасный господин Чемберлен должен приехать». Через несколько дней Гитлер, однако, лично осмотрев защитное укрепление чехов, пришел к выводу, что им просто повезло мирно разрешить территориальный спор. «Пришлось бы пролить море крови», признал он в конфиденциальной беседе. «Просто здорово», согласился Геббельс, что дело обернулось именно таким образом. «Фюрер верит в свою звезду», – с восхищением подвел итог Геббельс, – «и действует с решительностью сновидца. Ни на одну секунду не дрогнет его десница. Посреди нас проходит великий гений. С предельным фанатизмом надлежит нам служить ему. Он проще, искреннее и дальновиднее всех своих немецких предшественников». Он часто беседовал с Гитлером о будущем страны. Силясь предотвратить любую возможность реставрацию в Германии монархии гогенцоллерновского типа, Гитлер еще в начале 1937-го дал понять членам правительства, что намерен создать Государственный Сенат, орган, которому со временем предстоит избрать ему преемника. По завершении визита в Италию он сообщил Геббельсу, яро выступавшему за создание такого Сената, что в Германии в любом случае должна сохраниться фюрерская система. В июне 1938 года Геббельс уверенно предсказывал:
Вскоре должен быть назначен и созван Сенат. В его задачу войдет впоследствии избрание каждого нового фюрера. Набирала обороты проводимая им повсеместно антисемитская кампания. Гёринг, с энергией вполне сопоставимой с рвением Геббельса в ходе затеянной им чистки палаты культуры, принялся за вытеснение евреев из деловой сферы. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Граф Хельдерф в тесном взаимодействии с Геббельсом продолжал дирижировать начавшимся полицейским нажимом на берлинское еврейство. Этому примеру охотно последовали государственные власти в Праге и Варшаве. «На наших глазах евреев гонят из страны в страну», – заметил Геббельс. Тем самым они пожинают плоды своих извечных интриг, пропаганды ненависти и других своих грязных фокусов. В Польше объявили о серии мероприятий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать проживающим за пределом страны 70 тысячам польских евреев вернуться на родину. С целью предотвратить последствия этого запрета, 28 октября немецкая полиция согнала 15 тысяч польских евреев и просто вытеснила их за государственную границу с Польшей. Геббельс был одним из самых ярых антисемитов Третьего Райха. Впрочем, первое место он все же уступал Юлиусу Штрайхеру. Вызывает удивление, что он также неодобрительно отнесся к одержимости еврейской темой, которая была свойственна Юлиусу. Его оголтелый антисемитизм слишком примитивен. Нельзя обвинять евреев во всех грехах. Мы сами виноваты не меньше других, и мы не найдем нужного выхода, пока это не признаем. Начав работу в банке еще 2 января далекого 1923 года, он на собственном опыте сталкивается с изнаночной стороной капитализма и испытывает отвращение к священным махинациям богатых и властимущих. Он узнает, что почти все банки Германии находятся в руках евреев. Он задумывается о связи еврейства и финансового кризиса. Чем больше он осматривается вокруг себя, тем больше обнаруживает евреев. Настоящая война с евреями началась у Геббельса только в Берлине. К моменту прибытия Геббельса треть от полумиллиона евреев Германии была сосредоточена в столице. Эти 4% ее населения составляли, однако, свыше половины всех берлинских адвокатов, а также 15% торговцев недвижимостью. Они преобладали в обеспеченных кругах берлинских дантистов, фармацевтов, судей, прокуроров и практически мертвой хваткой удерживали за собой сферу искусства. Когда он утверждал, что реальная власть находится в еврейских руках, то был недалек от истины. Доктор Генрих Брюнинг, демократический канцлер Германии с 30 по 32 год, смог обнаружить всего один банк, который ими не контролировался. После того, как по его распоряжению было проведено правительственное расследование, он велел засекретить его результаты, опасаясь, что правда может спровоцировать антисемитские выступления. По немецким судам прокатилась вереница скандальных дел, связанных с еврейскими мошенниками Кутискером, Шкляриком, братьями Бармат и другими. Многие прокуроры и судьи в Берлине были евреями. Геббельс впоследствии нарисует портрет берлинской полиции как почти полностью захваченный ими. Как уже рассказывалось в других частях нашего цикла, особую ненависть в Геббельсе вызывала еврейская пресса. Типичным делом тех лет являлось убийство Кютемайера. Однажды из канала Ландвер выловили тело Ганса Георга Кютемайера, шарфюрера 15-й роты берлинского СА. Юденпрессе, как назвал ее Геббельс, издевательски разнесла, будто бы Кютемайер сам свел счеты с жизнью и сообщала о некоем гнетущем послании по поводу бедственного положения их семьи, которое он якобы направил своей жене. Но Геббельс не собирался так легко отдавать им своего первого мученика подобного ранга. «Никогда прежде профессиональные лжецы не опускались так низко!» – кричал он. Для Ангриф он сочинил панегирику усопшему и запустил в связи с его гибелью шумную пропагандистскую кампанию. 21 ноября партия со всеми почестями похоронила Кютемайера. У могилы собрались тысячи ее членов. Охватив взглядом фигуру рыдающей вдовы и искаженные гневом лица молодых соратников погибшего, сжимающих боевые знамена в помертвевших руках, Геббельс подумал, что когда-нибудь с этими парнями он и в самом деле двинется на штурм Рейхстага. «Марксисты!» – взывали его плакаты. «Зачем вы убили рабочего Кютемайера?» Полиция внесла в его бумаги пометку, что он распространяет неверное утверждение по данному делу.
Однако в июне 1929 года двое убийц командира СА были пойманы и получили условные сроки в 2 и 4 месяца тюрьмы по обвинению в непреднамеренном убийстве. В судьях 3 евреев, обратил внимание доктор Геббельс, и, проклиная режим, дал обет мщения, ненависти и воздаяния. Примечателен еще один случай. Как-то раз Магда завела разговор о его любимой дочери и спросила: «А что ты станешь делать, если Хельга выйдет замуж за еврея?» Он ответил без запинки: «Тогда у меня больше не будет дочери». 7 ноября 1938 года еврей Гершель Гриншпан ворвался в посольство Германии в Париже и застрелил секретаря миссии Эрнста фон Рата. Каким-то образом этот Гершель Гриншпан сумел раздобыть средства, чтобы устроиться в роскошном отеле по соседству со зданием Лика, Международного союза против антисемитизма, уже проявившего себя в связи с покушением в 1936 году на Вильгельма Густлофа в Швейцарии, и приобрести пистолет, из которого он и застрелил германского представителя. Еще до того, как известия о покушении просочились в прессу, юрист Союза Моро Джафери объявил себя адвокатом Гриншпана. Где находился Гриншпан последние 3 месяца? Кто ему помогал? Кто его снабдил поддельным паспортом? Кто научил его стрелять? – вопрошал Геббельс. Нет и не может быть сомнения в том, что еврейские организации прятали его у себя в подполье и планомерно готовили к хладнокровному убийству. После такой прелюдии Геббельс приходил к выводу, что преступление совершил не один отдельно взятый еврей, но и все еврейское сообщество в совокупности. В каком закулисье должны мы искать этих людей? Неделями и месяцами крупные еврейские газеты за рубежом подстрекали мир объявить войну Германии и начать с убийства видных представителей национал-социалистического движения. Когда Геббельс писал эти строки, немецкий народ уже откликнулся на гибель дипломата. По всей Германии громили еврейские магазины. Иногда из разных частей страны поступали 2, 3, а то и 5 десятков сообщений о разрушенных синагогах. Геббельс саркастически отвечал на обвинения своей персоны в организации погромов. Если бы организатором демонстраций был я, то на улице вышло бы не несколько тысяч человек, а от 400 до 700 тысяч, и тогда результат был бы более впечатляющим. Воздействие на общественное мнение за рубежом было опустошительным, перспективы сохранить мир исчезали. Геббельс как раз заключил соглашение с командованием Вермахта, которое выразилось в директиве ОКВ о принципах ведения пропаганды на войне. Там было установлено, что задачей Министерства пропаганды было добиться согласования войны пропаганды с войной оружия. Война пропаганды должна была начаться не только лишь с войной оружия, а предшествовать ей, чтобы облегчить ее, сохраняя жизни солдат, или чтобы вообще сделать настоящую войну ненужной. Геббельс воспринял это задание чрезвычайно серьезно. Он принадлежал к тем представителям Третьего Райха, которые предпочли бы избежать войны. В его интересах никак не могло быть подливать масло в огонь с сенсационными антиеврейскими демонстрациями. «Виновные евреи», – писал он, – «если однажды в Европе в черный час должна будет вспыхнуть новая война, это случилось 5 месяцев спустя, то этот призыв должен будет прогреметь по всему нашему земному шару. Они хотят войны, и они делают все, что в их силах, чтобы привести народы к войне». И 20 мая того же самого года он уточнил, снова в передовице, что, по нашему мнению, в Европе нет такой проблемы, которая делала бы войну необходимой. Фюрер хочет мира, но он хочет мира, в котором гарантируется и уважается немецкое право на жизнь. Если все же в Лондоне окружатели смогут окончательно сбить с толку умы своих народов, тогда мы позаботимся о том, чтобы эти народы также могли знать, где нужно искать виновных. Что касается погромов, то вскоре их волна вышла из-под контроля. Толпа не нуждалась в особом поощрении. Со всех концов Райха начали поступать сообщения о нанесенных разрушениях. Пламени были преданы сначала 50, а затем и 75 синагог. К утру 10 ноября из всех 1400 имевшихся в Германии синагог была разрушена 191. Примерно у 7,5 тысяч еврейских лавочек из общего числа в 100 тысяч были выбиты витрины.
Акции, которые Геббельс брал в свои руки, и среди них были и акции антисемитского характера, вроде бойкота еврейских магазинов 1 апреля 1933 года, как реакция на объявление евреями всего мира войны Германии от 24 мая 1933 в Daily Express, всегда начинались и сопровождались соответствующей пропагандистской кампанией. В момент «Хрустальной ночи» антисемитская пропаганда, напротив, была настроена очень тихо. Геббельс просто не мог использовать ее отрицательное воздействие за границей. Мюнхенское соглашение было огромным успехом для Германии. Оппозиция против политики умиротворения, и это были без вопроса также и даже в первую очередь 14 миллионов евреев, которые рассеяны по всему миру, как было сказано в объявлении евреями войны Германии, старались сорвать это соглашение, считая его изменой делу демократии. Тот, кто организовал в этот момент еврейский погром, мог бы быть либо союзником этой оппозиции, либо безнадежным болваном. Геббельс не был ни тем, ни другим, и поэтому представляется вполне правдоподобным одно из многих событий, о которых рассказал в одной из своих книг воспоминаний многолетний адъютант и личный друг министра принц Фридрих Кристиан zu Schaumburg-Lippe, прозванный сокращенно Шаум-принц, Пенный принц. Говорили о «Хрустальной ночи», из-за которой и Шаумбург также прибыл к Геббельсу. По-видимому, начальник полиции был вызван для доклада, вспоминал принц в своих мемуарах. Геббельс находился в состоянии крайнего возбуждения, которое мы, его самые близкие сотрудники, очень хорошо знали. Артерия на лбу вздувалась от гнева, лицо раскраснелось. Он снова и снова с очевидным жестом агрессивности подходил к своему массивному, как минимум на голову выше его собеседнику, как будто бы он хотел схватить его за мундир. И это было по-настоящему не разыграно, хотя Геббельс и это тоже умел. Одним из выдающихся качеств принца, которое также Геббельс совершенно особенно ценил в нем, была его абсолютная, иногда несколько необдуманная и поэтому вредившая его политической карьере откровенность. Итак, не существует причин сомневаться в объективном содержании беседы, записанной Шаумбургом по памяти. «Это все ужасное безобразие!» – кричал Геббельс своему начальнику полиции. «Так решить еврейскую проблему ни в коем случае нельзя. Так нельзя. Так их можно сделать только мучениками. И что тогда? Мы опозорились перед всем миром, Хельдорф. А я буду расплачиваться за всю эту глупость. Должен снова все заглаживать пропагандой. Невозможное дело. Нам перестанут доверять, если мы делаем такие вещи, вы меня понимаете?» Хельдорф не понимал. Уже тогда, после кризиса Бломберга-Фрича в феврале и после отставки Бека с поста начальника генерального штаба 1938 года, он завязал контакты с сопротивлением, которые после 20 июля 1944 привели его на виселицу. Но вот незваный слушатель принц Шаумбург понимал. «Мы не могли бы оказать вражеской пропаганде большую услугу», – продолжал Геббельс. «Наши люди убили дюжину евреев, но за эту дюжину нам, вероятно, однажды придется заплатить 1 миллион немецких солдат». Тут Геббельс сделал 2 ошибки. Во время «Хрустальной ночи» лишились жизни не 12, а 36 евреев, по данным Хайдриха, и Германии пришлось заплатить за них не одним, но многими миллионами жертв войны. «Вы понимаете, почему я так безумно раздражен этим?» – кричал Геббельс Хельдорфу, завершая беседу восклицанием. «Есть от чего прийти в отчаяние, говорю я вам». Может ли виновный так притворяться? В такой критической ситуации, как та, которая сложилась для Райха в ноябре 1938 года, а именно между столь успешной Мюнхенской конференцией и вступлением немецких войск в Богемию и Моравию в 1939-м, Германия просто по политическим причинам не могла позволить себе погром, который также не мог быть оправдан убийством евреем фон Рата. 4 февраля 1936 года другой убийца-еврей Давид Франкфуртер несколькими выстрелами из пистолета убил руководителя партийной группы НСДАП в Швейцарии Вильгельма Густлофа в его квартире в Давосе. Имперское правительство, тогда как раз готовившее вступление немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область, ограничилось формальным протестом. Геббельс напомнил об этом, когда после товарищеского ужина партийного руководства 9 ноября 1938 года в Большом зале Старой ратуши в Мюнхене он попросил членов партии задержаться еще на минутку, после того, как Гитлер уже покинул мероприятие. Он должен был сообщить им кое-что важное. Это было сообщение, что сегодня во второй половине дня фон Рат умер от ран, нанесенных ему при покушении Грюншпана. Не требовалось темперамента Геббельса, чтобы наэлектризовать этим сообщением присутствующее партийное руководство.
Геббельс также упомянул, что в отдельных ГАУ в течение дня уже дошло до отдельных антиеврейских выходок, и он предостерег от того, чтобы участвовать в таких демонстрациях. Отрывок из дневника Геббельса. Еврейская проблема в Берлине обрастает новыми сложностями. По-видимому, в результате наускивания Хельдорфа партийцы изгадили надписями все еврейские лавки. Отмечены случаи мародерства. К нападениям примкнули цыгане и прочие преступные элементы. Я распорядился отправить их всех в концентрационные лагеря. Хельдорф понял мои приказания совершенно превратно. Я говорил, что полиция должна действовать строго в рамках закона, а партия наблюдать за происходящим как бы со стороны. Произошло обратное. Я вызвал к себе партийное руководство и сообщил им новые директивы. Любое беззаконие впредь недопустимо. Немецкому примеру в политике устранения евреев из культурной жизни последовали и другие государства. В Италии евреям запретили преподавание. Польша приняла закон о гражданстве, направленный против евреев. В Румынии премьер-министр ввел запрет евреям нанимать женскую домашнюю прислугу. Геббельс радостно потирал ладоши. Евреи спасаются кто куда может, но их никто к себе не пускает. Куда же девать эти отбросы? Какова же была роль Гитлера? Он пребывал в совершенном неведении до тех самых пор, пока в час ночи не загорелась синагога по соседству с гостиницей 4 сезона. Хайдрих немедленно устремился в номер к Гиммлеру, после чего по телеграфу приказал силам полиции восстановить закон и порядок, взять под защиту евреев и принадлежавшую им собственность, и прекратить дальнейшее безобразие. Гостиничный управляющий связался по телефону с резиденцией Гитлера на площади Принца-Регента, и таким образом фюрер впервые узнал о том, что происходит что-то непонятное. Он вызвал к себе начальника местной полиции Фридриха фон Эберштайна. Прибывший к нему Эберштайн застал Гитлера побледневшим от злости. Как сообщает прикомандированный адъютант Люфтваффе Николаус фон Беллов, Гитлер тут же позвонил Геббельсу. «Что происходит?» – прорычал он. «Выясните немедленно». По свидетельству доверенного помощника Гитлера Юлиуса Шауба, фюрер устроил Геббельсу жуткую выволочку и обвинил его в ущербе, который нанесен международной репутации Германии. Чтобы остановить волну грабежей, он отправил в город Шауба и других членов своего окружения. Филипп Боулер, глава личного секретариата фюрера, сообщил одному из приближенных Геббельса, что Гитлер крайне недоволен погромами и собирается сместить Геббельса. Другой адъютант Гитлера, Фриц Видеман, рассказывает, что большую часть ночи с 9 на 10 ноября Геббельс провел за телефонным аппаратом, пытаясь остановить самые чудовищные эксцессы. Штаб Рудольфа Гесса также в 2:56 ночи принялся по телеграфу, телефону и радиосвязи рассылать указания гауляйтерам на местах и полицейскому начальству по всей стране с требованием прекратить безумие. Отметив справедливый и закономерный характер общественного негодования в связи с убийством Эрнста фон Рата, он строжайшим образом запретил дальнейшие действия, направленные против евреев. Это сообщение ежечасно повторялось по радио, а на следующий день было опубликовано в партийной печати. Еврейский вопрос, говорилось в статье, может быть решен только на основе законности. Если министр иностранных дел Германии фон Риббентроп удостоился сдержанной похвалы за умелую работу с зарубежными участниками акций протеста, то доктор Геббельс оказался в правительстве Берлина изгоем. На несколько дней ему даже пришлось изъять и запретить всю иностранную прессу. Лутце описывал в своем дневнике: «За рубежом море нытья, но даже здесь мнения резко разошлись». Розенберг, который считал, что за погромами стоит фигура Геббельса, аккуратно подсчитал, что они стоили экономике Германии сумму, примерно равную двухлетнему бюджету зимней помощи. Гесс утверждал, что, по его мнению, вина за погромы принадлежит одному Геббельсу. Он приказал гестапо и партийному суду разобраться в первопричинах актов насилия той ночи и передать виновников уголовному преследованию. Один из крупных НС-деятелей уведомил Гесса о всенародном отвращении по отношению к Геббельсу. Хайдрих также возлагал на него вину. Гиммлер неистовствовал по поводу того, что Геббельс осмелился приказывать сотрудникам полиции. Геринг 11 ноября заявил на собрании гауляйтеров, что не потерпит повторения инцидентов. Он превознес Карла Кауфмана и тех из остальных гауляйтеров, кто воздержался от участия в нападениях, и сообщил, что намерен добиваться отстранения Геббельса. На следующее утро на заседании Кабинета министров в здании Министерства авиации Геринг прорычал в лицо Геббельсу: «В чем действительно нуждается общество, так это в толике просвещения», намекая на полное название ведомства Геббельса.
Однако все домыслы коллег относительно дальнейшей судьбы доктора были рассеяны. В знак публичной поддержки Гитлер тем же вечером сопровождал Геббельса на церемонии открытия отремонтированного здания Шиллеровского театра, пригласил Геббельса с Магдой к себе в ложу и остался на ночь в гостях у Геббельсов в их усадьбе на Шваннвердере. Их общая беседа продолжалась до 3 часов утра. Гитлер остался у них и на весь следующий день, обсуждая с военачальниками и членами правительства угрозу, которая по-прежнему исходила из Праги. Таким образом, публике пришлось поверить, что Геббельс пользуется неизменным расположением Гитлера. Час-другой Гитлер резвился в комнате детей Геббельса. «Все великие дерзания закладываются в юности», — сообщил он их проштрафившемуся, но счастливому папаше, уезжая в Дюссельдорф на государственную церемонию похорон фон Рата, поскольку именно юности свойственен полет фантазии. «Согласен с этим», — отметил Геббельс в своем дневнике, попутно отмечая: «Несущественно, каким образом решится в действительности еврейский вопрос. Возможно, и путем выделения в будущем на карте Земли географического участка для создания еврейского государства. Примечательно другое. Ни одна из стран, чье общественное мнение благоволит евреям, не готова приютить их у себя. Говорят, что они являются замечательными новаторами в области культуры, экономическими гениями, дипломатами, философами и поэтами, но как только мы пробуем отправить к ним одного из этих гениев, они тут же закрывают границу. Нет, нам их не надо. Уникальный случай в истории, когда люди отказываются от гениев». В 1939-м новая пропагандистская кампания Геббельса начинается со статьи, озаглавленной «Война уже видна?». На критику вхождения немецких войск в Прагу Геббельс ответил: «Призывы к защите чешского народа от пресловутого германского гнета звучат просто смехотворно, так как их провозглашают политики, согнавшие все народы и расы мира в свою британскую империю и пользовавшиеся методами, которые отнюдь не отличаются гуманностью. Наоборот, они прибегали к насилию. Кроме того, зря англичане апеллируют к нашим же национал-социалистическим принципам. Кстати, мы и не подозревали, что вирус национал-социализма настолько глубоко поразил головы в Лондоне, поэтому то, что они прибегают к нашим доводам, оправдывает действия Германии. Чехам будет предоставлена значительная автономия, чехи не будут онемечены, но станут пользоваться благами военного, внешнеполитического и экономического покровительства со стороны Райха». Там, где дело касалось чистой полемики, Геббельс постоянно выигрывал, и все же он допустил серьезный промах. Он уверовал, что такое положение будет сохраняться и дальше, что любое недовольство и протест против действий Германии можно будет заглушить обычными средствами пропаганды. Он надеялся, что в будущем Гитлер будет одерживать победы, прибегая только к печатному слову. «Фюрер раздумывает над тем, как ему лучше подступиться к проблеме Данцига», – записал Геббельс. «Он хочет немного надавить на поляков в надежде, что они уступят. Нам, однако, придется проглотить пилюлю и обеспечить все прочие границы Польши. Скоро все выяснится». Риббентроп передал польскому послу, что старое гитлеровское предложение о разделе Словакии остается в силе, если только Данциг будет возвращен Германией. 25 марта Гитлер заверил генерала фон Браухича, нового главнокомандующего сухопутной армией, что не собирается применять силу против Польши. Он и в самом деле рассчитывал на заключение сделки, и германский флот даже составил сценарий триумфального визита Гитлера в Данциг на борту корабля «Дойчланд» в самое ближайшее время. Из дневников доктора Геббельса невозможно догадаться об исторической значимости текущего момента. Стараясь отвлечься, он посещает Будапешт, Афины и остров Родос. В Будапеште его встречают премьер-министр, министр иностранных дел и министр образования. В Афинах, несмотря на объявленный статус частного гостя мэра столицы Греции, его снова принимает премьер-министр. Геббельс, сообщали греки, рассказывал, что на его взгляд Гитлер в настоящее время не планирует новых действий. В Афинах, после посещения Акрополя и Парфенона, этих образчиков нордического искусства, ему сообщили из Берлина, что Польша все еще проявляет несговорчивость в вопросе Данцига. «Если котел перельется через край, фюрер всегда может меня отозвать», – решил он и продолжил поездку. На Родосе он прочел, что министр Чемберлен гарантировал безопасность Польши перед лицом любой агрессии. За ними последовали британские гарантии остальным соседям Германии. «Британия вступает на стезю добродетели, вот потеха», – ухмыльнулся Геббельс. Сопровождаемый на каждом шагу британской разведкой, Геббельс вылетел в Египет. Египет потряс его.
«Нечасто какое-либо зрелище так меня трогало», – записал он, впервые в жизни увидев сфинкса. «Обычно чувствуешь себя обманутым. Здесь же реальность превосходит ожидания». Он передал немецкому сообществу Египта, что не захватил с собой горшки с германским золотом для ведения пропаганды. Германия, по его словам, вновь добросовестно отражавшим текущие взгляды Гитлера, не имеет интересов в Средиземноморье и полностью поглощена перевариванием недавно приобретенных земель. В этом ракурсе официальное соглашение между Лондоном и Варшавой казалось всего лишь ложкой дегтя в бочке с медом. После краткой остановки в Турции он 14 апреля приземлился в аэропорте Темпльхоф и тем же вечером на Шваненвердере обменялся впечатлениями о поездке с Магдой, которая тоже недавно вернулась из путешествия. Относительно международной обстановки его дневник молчит. Его засосали приготовления к грандиозному параду в честь 50-летия Гитлера. Вечером 19-го он выступил по радио со специальной поздравительной речью, после чего сразу отправился в рейхсканцелярию, чтобы присоединиться к партийному руководству, собравшемуся в зале торжественных заседаний. Гитлер явился часом позже. Он казался бледным, как будто получил дурные вести. Разговаривая неспешно и слабым голосом, он упомянул, что только что вернулся с медицинского осмотра. Отталкиваясь от этого замечания, он добавил, что ему неизвестно, какой еще срок отпущен ему для исполнения своей миссии. Он особо отметил тяжелые риски, на которые он готов пойти в самое ближайшее время. 17 мая, в День матери, берлинская иллюстрированная газета публикует на обложке портрет Магды в окружении детей, но без доктора Геббельса. Хотя медицинская операция в связи с больным горлом Хельги сближает их на какое-то время, выхода из матримониального тупика не видно. Он проводит время в играх с детьми, а на ночь рассказывает им истории об упадке и возрождении родной страны. Любимые малыши слушают его с горящими глазами. Он время от времени подолгу беседует с Магдой о будущем, и иногда ему начинает казаться, что здравый смысл понемногу возвращается к ней. Но она по-прежнему многое видит в ложном свете, записывает он после прогулки с детьми в Грюневальде. Начиная с мая 1939 года, Геббельс снял запрет на публикацию сообщений об антинемецких столкновениях в Польше, правда ограничив их ареал вторыми страницами газет. Он также посещает Данциг, судьбоносный для истории Европы город. «Я стою сейчас в немецком городе и на немецкой земле», особо отметил он, обведя жестом руки окружающий площадь архитектурный ансамбль. «Вы давно мечтаете вернуться в лоно Райха?» – возвысил он свой голос. Тысячи молодых членов партии проревели в ответ: «Приглашаем Гитлера в Данциг!» «Ваш город», – прокричал Геббельс, – «стал проблемой международного значения. Польские активисты требуют даже отодвинуть границу до берега Одера. Странно, почему не Эльбы или Рейна?» – с издевкой воскликнул он. «Там они встретятся со своими новыми союзниками-англичанами, ведь, как известно всякому, их граница также проходит по Рейну». «Моральное право на Данциг, безусловно, принадлежит нам», – утверждал он. «Как нам принадлежит и моральное право на все присоединенные территории, за исключением, с обезоруживающей искренностью спохватился он, Богемии и Моравии. Но нам пришлось занять их в целях создания надежного стратегического рубежа. Полякам следовало бы извлечь урок из чешского кризиса». Воинственная речь Геббельса в Данциге вызвала тревогу во всем мире. Посол фон Хассель задумался, не является ли она прелюдией к силовому решению польской проблемы. Британскому послу стало известно, что Гитлер велел Геббельсу произнести эту речь ввиду сообщений о кастрации немцев в Польше. Но даже Хендерсон полагал, что Геббельс намеренно придерживает подобные случаи от публикации. Мнение это было верным. 23 июня министр пропаганды приказал журналистам не педалировать тему польских злодеяний. На данный момент Геббельс также запретил обсуждение будущего Данцига. Даже провокационные статьи о Данциге, публикуемые в британской прессе, следовало оставлять без внимания. Он распорядился, чтобы пресса не обращала внимания на особо воинственные и враждебные Германии выступления зарубежных руководителей, а также сообщения зарубежной прессы, касавшиеся передвижения войск, призыва резервистов, отмены отпусков и маневров британского военно-морского флота в Северном море. Он дозволял печатать репортажи о польских инцидентах и экспроприации у немцев собственности, но требовал соблюдения действующих тематических рекомендаций. Второй страницы было более чем достаточно.
Он, однако, приказал сделать упор на тех новостных сообщениях, которые подрывали внешнеполитическую репутацию Великобритании, о провале ее стратегии окружения, крахе переговоров с Москвой, топтании в Палестине и о дальневосточном унижении британских граждан от рук японских солдат. Имелось и несколько исключений. Так следовало щадить личного друга Геринга, лорда Лондондерри, и не ставить под сомнение воинскую честь британцев. Погибать за Данциг никто не стремился. Гитлер отправил в Восточную Пруссию, пограничную с Данцигом, свежие войска под предлогом приближающейся годовщины битвы при Танненберге. Геббельс попросил газетчиков сообщить о приближающейся годовщине, но и без излишнего фанатизма. Он пребывал в уверенности, что Гитлер снова сумеет справиться с задачей сугубо пропагандистскими средствами. Его надежда на то, что сражаться не придется, была вполне искренней. «Новая война потрясет европейскую культуру до основания», – возвещал он. Конечно, Геббельс допускал, что кое-какие изменения в Европе и мире необходимы, потому что немецкий народ принадлежит к так называемым неимущим нациям. У англичан есть империя совершенно несоразмерных масштабов, а наша собственная территория слишком мала, чтобы прокормить наш народ. Позже, в конце апреля, он повторяет: «Всем нам известно, что существуют нации, которые купаются в роскоши и не знают, что делать с излишками сырья и золотым запасом. Но есть и другие, которые с трудом могут удовлетворить свои самые насущные потребности». Фридше, однако, понял, что международное сообщество стало по-иному воспринимать пропагандистскую кампанию Геббельса. Обзоры материалов в зарубежных средствах массовой информации стали его тревожить, и он начал класть эти обзоры на стол Геббельсу, чтобы тот сам их прочел и убедился, насколько изменился и стал более агрессивным тон англичан со времен Мюнхенского соглашения. Геббельса нелегко было убедить, но Фридше ежедневно доставлял ему свежие сведения, пока как-то вечером министр не позвонил ему. «Вы правы», — сказал Геббельс, — «Англия идет к войне. Против этого надо что-то предпринять». Геббельс доложил Гитлеру, но фюрер сделал ставку на Риббентропа, а последний заверил, что Англия ни за что не выступит в поход. По возвращении Геббельса Фридше спросил его о результатах, но тот только пожал плечами. И вдруг Геббельс закричал в отчаянии и гневе: «Мы не для того работали 6 лет, чтобы на 7-м году потерять все». Этим летом Гитлер сам осуществлял свою внешнюю политику. Просматривая донесения из Москвы, Гитлер понимал, что британские переговорщики испытывают там затруднения, но, как он сообщил Геббельсу, не мог решить, что же за этим кроется. То ли Сталин просто набивает себе цену, выторговывая лучшие условия, то ли на самом деле намерен остаться в стороне от надвигающейся европейской войны, чтобы в конце поучаствовать в дележе трофеев. 10 июня в Вене Гитлер признался Геббельсу, что он находится в недоумении относительно реальных намерений Москвы. 8 июля, повидав Гитлера в Бергхофе, он принимает внезапное решение, срывается с места в 5 часов вечера и уже к 7 приезжает в гости к Магде и детям. Он настроен добиваться полного воссоединения. «Ах, детки, – пишет он, прибыв в Гаштайн. Они радуются и приплясывают вокруг меня. Папа приехал». Он с радостью заносит в дневник краткие зарисовки о своих детях. Хельга показывает ему местные достопримечательности. Хильда – просто маленький мышонок, Гельмут – уволень, а Хольда – очаровательная кроха. Живописные альпийские ландшафты и горная природа будто созданы для романтических приключений. Он подолгу гуляет с Магдой, засиживается рядом с ней за полночь, под усыпанным звездами небосклоном, подтягивая вино под мирный шелест деревьев и рокот водопада. Он отвозит семью в Цель-Амзее и обменивается с Магдой ностальгическими воспоминаниями о прежних временах, когда они только еще грезили о приходе к власти. Они заняты изучением архитектурных планов, играют с детьми, шатаются по горам, а домой возвращаются на повозке, запряженной пони. Перед отъездом дети виснут на нем с заплаканными глазами, а ему начинает казаться, что и Магда не осталась равнодушной. Магда дает согласие 26 июля сопровождать его в Байройт, ту самую сценическую площадку, на которой в прошлом году развернулось памятное скандальное происшествие в опере. Днем они снова присутствуют на представлении Тристана и Изольды, и Магда от напряжения падает в обморок. «Если бы я только мог ей помочь», – пишет Геббельс.
Когда же наконец мы найдем выход из всех этих волнений? После ужина он уходит к себе в номер, не в силах поддерживать общий разговор. Когда он возвращается за Магдой, то обнаруживает ее лежащей без чувств на ступенях лестницы. С трудом ему удается дотащить ее в комнату и вернуть к жизни. Очевидно, есть что-то такое в Байройте, что погружает некоторых в атмосферу из мелодрамы. Она лишь шепчет, что обо всем рассказала фюреру. Теперь они должны держаться вместе. Правда заключается в том, что неким трагичным образом она предана своему Йозефу и останется с ним до самого конца. По дороге из Байройта, сознательно уклонившись от соприкосновения со свинцово-серой и мрачной мистикой Парсифаля, они чувствуют, как с их плеч будто спадает тяжелое бремя. Они с Магдой решили снова жить вместе. Последний раунд остался за ним. После Байройта Гитлер отправился к себе в Бергхоф, и Геббельс не присутствовал ни на одном из исторических совещаний августа 1939 года. Вместо этого, вторую неделю августа вместе с Магдой и некоторыми из своих коллег он провел в Венеции, совершая ответный визит к своему итальянскому партнеру Дино Альфьери. Сохранилось письмо секретарши Магды к адъютанту Геббельса. Супруга рейхсминистра получила приглашение на партийный съезд в Нюрнберге, где она не была уже 2 года. Желает ли господин министр, чтобы она приняла это приглашение? Совместно с Альфьери они трудятся над соглашением о сотрудничестве между обеими странами в области средств массовой информации, радио и кинематографа. Облачившись в светлое летнее одеяние, они с Магдой нежились в венецианских гондолах, рассекали Адриатику на борту торпедного катера, склонялись по художественным галереям, осматривали фабрику муранского стекла, загорали на морских пляжах и в целом снова вели себя как супруги. Как же долго я был этого лишен. Опьяненный атмосферой арабских ночей, царивших в Венеции, он почти не обращал внимания на развитие кризиса, разве что отметил наглую речь по вопросу Данцига, с которой выступил польский президент. 8 августа он распорядился, чтобы сообщения о польских атаках устрашения по-прежнему отправлялись на вторую полосу, тогда как угрозы Польши в адрес Германии он потребовал перевести на первую. К примеру, когда курьер польский патетически провозгласил «Германия должна быть разрушена», министерство велело газетам набрать это воззвание на первой странице. В то самое время шли переговоры между Гитлером и Сталиным по пакту о ненападении. У Геббельса было слишком мало времени, чтобы подготовить немцев к поразительной новости. В воскресенье 20 августа 1939 года в печати появились смутные упоминания о том, что Германия и СССР близки к подписанию нового торгового соглашения. Никаких комментариев не было. Само по себе соглашение казалось делом рутинным, лишенным всякого политического значения. Единственное, что стало обращать на себя внимание, так это то, что из прессы напрочь исчезли всяческие антисоветские выпады. Министерство пропаганды дало указание приостановить на время кампанию против большевиков. Как меняется время? Такой был единственный и довольно сдержанный комментарий Геббельса. Он отдал инструкции посвятить этой новости одну колонку на первой полосе, но ограничиться сугубо деловым комментарием. В 11 часов утра в понедельник, 21 августа, по радио внезапно объявили экстренный выпуск новостей. В первых 2 параграфах советско-германского соглашения говорилось следующее. Первое. Обе договаривающиеся стороны берут на себя обязательство воздерживаться от любых актов насилия, агрессии и применения силы по отношению друг к другу, как самостоятельно, так и в составе с другими государствами. Второе. В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению третьей стороны, вторая договаривающаяся сторона не будет поддерживать эту третью сторону ни в какой форме. Многие немцы, как и жители других стран, были поражены. С 1933 года нападки на большевиков были частью повседневной официальной политики. Материалы антисоветской направленности заранее готовились для публикации в приложениях к газетам. 25 августа в Мюнхене должна была состояться лекция на тему «Обвиняется Москва. Коминтерновский план мировой диктатуры», которую в последнюю минуту пришлось заменить концертом русской музыки. За одну ночь все перевернулось. Как мог Геббельс объяснить такую метаморфозу своей аудитории? Будь у него побольше времени, справиться с задачей было бы намного проще. Но и теперь, и много раз в более позднее время, главную роль в событии играла внезапность. Гитлер нанес удар без предупреждения. Поскольку фюрер пожелал удивить мир, Геббельс не мог подготовить немецкий народ.
Точно так же он не мог мгновенно остановить маховик антисоветской кампании. Геббельс столкнулся с неординарной дилеммой. Еще весной он постоянно упрекал Запад в том, что он отказывается объявить войну большевизму. 22 апреля он возмущался тем, что лорд Галифакс назвал большевизм просто абстрактной философией, а 17 июня вышел из себя после заявления Чемберлена о том, что если будет найден способ обеспечить сотрудничество с Советским Союзом в укреплении мира, Англия будет это приветствовать. Теперь уже его вынудили делать аналогичное заявление. Несколько дней германская пресса сосредоточилась на главной теме. Пакт уменьшает, а может быть даже исключает опасность войны. Возможно, это было именно то, что немцы хотели прочесть. Но во всем мире сообщение о пакте произвело эффект разорвавшейся бомбы. Сам Геббельс лишь только заметил в обзоре последних событий, что попытки Британии вовлечь Россию в свою политику окружения потерпели крах. Пока Геббельс предпочитал хранить молчание. После 14 июля и до конца года он не опубликовал ни одной статьи. Никогда прежде Геббельс не замолкал так надолго. Его тревожила надвигающаяся война. Его терзали сомнения, он поделился ими с Фридше. Не несет ли он ответственности за такой угрожающий поворот событий? Он двинул свою пропагандистскую машину в наступление на противника, в надежде запугать его до такой степени, чтобы тот не осмелился вступить в войну. И вот 1 сентября 1939 года Гитлер объявил депутатам Рейхстага, собравшимся в Кроль-Опера-хаус: в 5 часов 45 минут утра мы ответили на польский орудийный огонь, и с той минуты на бомбы отвечаем бомбами. Было невыносимо жарко, все взмокли от пота. Гёринг выглядел так, словно только что вышел из бани. Один Геббельс, как обычно, сохранял хладнокровие и спокойствие. Он впервые показался на людях в новой форме. Со сложенными на коленях руками он, казалось, внимательно вслушивается в речь Гитлера, которую в те минуты переводили на множество языков и транслировали по всему свету. Гитлер сказал: «Я вновь облачился в одежды, которые были для меня самыми дорогими и священными, в солдатскую форму, и я не сниму ее, пока мы не одержим победу». Предстояло много работы. В конце концов, разве не было настоятельной необходимости пробудить в людях энтузиазм? «Нет», — сказал министр пропаганды своему верному Фридше. «То, что буржуа называют настроением людей, не является решающим фактором в военное время. Энтузиазм и ликование всего лишь подобие чучела, которое сжигают на костре. Он бесполезен для нас, а значит, нет смысла его пробуждать. В конце концов, как долго это продлится? Давайте не будем тешить себя иллюзиями. Война будет долгой и упорной. И в ней куда важнее будет твердая решимость, которая выражается в ежедневном исполнении своих обязанностей, а не шумное празднование побед». Теперь ему предстояло модернизировать свой механизм пропаганды таким образом, чтобы он мог преодолеть любые препятствия. И он этого достиг. Его машина стала не просто мощной, она получила способность к самовозрождению и в результате пережила германский вермахт и даже сам Третий Райх.